по вот этой цене, цена падает ниже, на 2.74, вы скупаете 4 биткоина, и здесь 2.5. Таким образом рушится, таким образом цена падает, когда вот появляются такие продажники. Вы видели, когда цена опустилась, вот нашел это падение биткоина, это Binance US, он упал до не 800, а 8200. Это падение было примерно на 84%. Говорят, что это была ошибка алгоритма, торгового алгоритма одного из пользователей. Поэтому, когда вы торгуете на фьючерсах, не дай бог такое может произойти, и вас ликвиднет в сию минуту, особенно при плечах, которые вы используете больших, которые не нужно использовать. То же самая ситуация, когда какой-то объем большой, около 1000 биткоинов по рынку кто-то слил, то есть сразу продал, хотя нужно было по-другому действовать. Ситуация, в принципе, я надеюсь, понятная. Так вот, поэтому, когда торгуют киты, они не выставляют стопы, потому что они набирали позиции очень долго, они не могут купить сразу по рынку на несколько биткоинов, потому что сразу будет памп валюты. Они скупают, вот как здесь идет памп, то есть вот как раз вот здесь вот пампер этот и пампит эту криптовалюту. Да. Он скупает по рынку от 2.96 до 3.5. Ну, может, он частями скупал, но вот идет такой вот скупка по стакану ордеров на продажу. И таким образом пампит валюту. Так вот, когда он здесь набирает позицию понемногу, вы видите такой рост и свеча вниз. То есть кто-то в это время продает, а он в это время покупает. Но это неудачный такой пример. Но не важно. Важно то, что они набирают позицию и потом начинают заниматься пампом криптовалюты. И они не ставят стопы, потому что если у них они насобирали 100 биткоинов на этой крипте, если они поставят стоп, и эти 100 биткоинов сразу продадутся по стоп-лосс, да, по рынку, то тогда они обрушат таким образом рынок. Поэтому они торгуют без стопов в основном и контролируют эту валюту. То есть они не допускают, чтобы валюта упала ниже каких-то зон определенных, чтобы не было паники и так далее. То есть это все контролируемое дело. И в итоге потом они, набирают людей на платные свои сигналы, как я уже говорил, и пампят для них валюту. Ну, вы видите потом такие пампы на 900%, но это, конечно, не часто бывает, но в основном это бывает 60%, 100%. Вот PNL этого пампера, у него несколько криптобирж, и вот Binance, у него PNL 2 860 000. Закрывается, как вы видите, он не каждый день, и бывает, конечно, у него минусы, но в основном у него идеальный PNL. По поводу открытых позиций, он держит сейчас Ray в шорт, BTK в лонг, но он также открывает BTK, это BUSD, и есть BTK с USDT парой. И он хорошо, в принципе, скальпит. BTK USDT, вот BTK USDT как раз шорт открыт. И у него есть и минусы. Минус 300 000, очень долгая позиция он держит. Но за это время ему хорошо капает на фьючерсах комиссия. Я думаю, что он поэтому так и держит. Юни тоже минус 300 000. Но PNL, смотрите, у него идеальный. Также, смотрите, 1000 шип. Он очень давно держит 1000 шип. 1000 шип это так называется на фьючерсах на Binance шиба. И у него здесь была позиция больше, чем 598 000. У него был прибыль, я помню, где-то около 70 000. То есть он уже закрыл частично. И получается, что вот таким образом, может это программами какими-то он открывает, закрывает, может он вручную это закрывает, но, как вы видите, 330 000 было, 600 минус тысяч, довольно долго открытая позиция. И что я хотел сказать, что, в принципе, таким образом, когда мы можем проследить, как мыслят эти киты или что они держат, в каких они позициях, мы можем примерно понимать, что они думают, да, если у них PNL идеальный, то можно, в принципе, прислушиваться, да, к таким вот людям. Но всегда нужно иметь голову на плечах. Я вам показал на примере КДА, криптовалюты, которую он сказал покупать, и которая упала в итоге на 15%, и потом еще раз упала. Но тут вы должны были выждать, с момента, тут был момент сигнала его, где-то в 2 часа ночи, позиция
минус 14% вы должны были типа выдержать, или минус 10%. Возможно, он, его, как я слышал, на него такая охота, да, других трейдеров, которые, когда знают, что он собирается пампить, они специально ему мешают и портят, скажем так, статистику. Они вот как вы, возможно, это и был такой момент, где его подпортили его имидж, да, что он дал вроде бы сигнал бесплатный, и там 13 тысяч человек, которые зашли в эту сделку, могли погореть, да, на 13,5%. Но потом, как вы видите, все равно через один день, 13 часов, цена вышла первая на 21%, ну, потом я вам показывал и на 100%. Нужно тоже это учитывать. Я думаю, что вы так не торгуете, вы не следите за этими людьми. Но, опять-таки, это мои мысли, я делюсь с вами открыто тем, что, скажем так, вам может помочь в трейдинге. И возвращаясь к тому, почему мы создали этот канал, все просто для того, чтобы помочь новичкам не сливать свои деньги. Материала мы записали очень много, ваша задача просто его просмотреть на YouTube и поставить нам лайк, потому что это тоже нам мотивирует, и подписаться на канал. Потому что больше людей могут увидеть наши мысли и наши, скажем так, советы. Очень длинное видео я записал, поэтому по биткоину, я думаю, запишу второе видео и запущу чуть позже. Всем спасибо, что вы нас смотрите, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, всем пока.